Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз и с вами я, Ирада. Сегодня я хочу приготовить удивительно нежное, очень вкусное и полезное блюдо жюльен. Польза жюльена заключается в ингредиентах, которые входят в его состав. Ведь только богатые микроэлементами шампиньоны чего стоят. Жюльен пожаловал к нам из французской кухни. И на сегодняшний день существует десятки видов и рецептов жюльена. Только в моем репертуаре имеются несколько рецептов. Естественно, я с огромным удовольствием поделюсь с вами, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. И пока я буду делиться своим рецептом и опытом, как приготовить жюльен с куриной грудкой и шампиньонами, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления жюльена мне понадобится куриная грудка, шампиньоны, лук, сметанный соус, растительное масло, голландский сыр, соль, паприка и черный перец. Сметанный соус можно поменять на майонез, но не советую добавлять в блюдо просто сметану. Тогда жюльен получится пресным и невкусным, а ведь он требует пикантности. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, лук, очистив из кожуры, мою и нарезаю достаточно тонко. Солю лук, закидываю в горячий сотейник с растительным маслом и жарю до бледно-золотистого цвета. Желательно, чтобы сотейник или сковородка имели толстое дно. Пока жарится лук, нарезаю грудку. Сначала пластами, затем кубиками размером не более 2 см. Конечно же, при желании филе можно предварительно отварить, но я этого не делаю и сразу отправляю нарезанное куриное мясо в сотейник. Жарю, тушу куриную грудку вместе с луком примерно 20 минут. Курица уже готова, и я добавляю в сотейник грибы. Все вместе тушу 10-15 минут, не больше. Грибы надо предварительно помыть, нарезать и отварить. Или же можно взять консервированные грибы. Сегодня я использую для жюльен грибы полуфабрикат, которые заготовила сама. Внизу под видео оставлю ссылку на видеорецепт приготовления полуфабриката из грибов. Вы также можете перейти на этот видеорецепт по подсказке, которая видна на верхнем углу экрана. Я уже неоднократно говорила о том, насколько удобно запастись полуфабрикатами. Это палочка-выручалочка для каждой женщины, особенно для занятой. Вот, например, сразу пару килограмм грибов помыли, порезали и разложили по контейнерам. Ведь на мытье 2 килограммов грибов или полкилограмма грибов уходит почти одинаковое время. Только посуду надо брать побольше. Правда, чуть больше времени уйдет на нарезку грибов. Зато потом в любое время можно достать эти контейнеры и приготовить разные блюда с грибами
или печь с ними пирожки, пироги, рулеты. Идем дальше. В противень наливаю сметанный соус. Ссылку на рецепт сметанного соуса оставлю внизу под видео. Кроме того, рецепт сметанного соуса можно узнать, перейдя по подсказке, которая отражается в верхнем углу экрана. Затем перекладываю туда пожаренные с куриной грудкой грибы. При необходимости можно посолить, поперчить. Сверху ровным слоем снова наливаю сметанный соус. И насыпаю твердый сыр. Отправляю противень в заранее нагретую до 200 градусов духовку. Пеку 10-15 минут при температуре 180 градусов в режиме нагрев снизу с конвекцией. Вуаля! Удивительно нежный, безумно вкусный и пикантный, полезный и богатый микроэлементами жюльен готов. Его можно подавать в горячем виде как отдельное блюдо или же с гарниром. Кроме того, жюльен подают как закуску в холодном виде. Так или иначе, жюльен по этому рецепту получается безумно вкусным и покоряет самые капризные вкусы и сердца. А на его приготовление уходит совсем немного времени. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом приготовления жемчужины французской кухни жюльена. Надеюсь, мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или же просто заходите в гости. Я буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока! И до новых встреч!